День номер 30. Съебалась кулиса снова. Съебалась малеха обратно кулиса, но это ничего страшного. Мы ее починим. Сейчас поедем на дачу. Надо подергать немного подвеску, потому что она меня все-таки волнует по левому колесу. Надо узнать, что стучит. И понять, насколько это критично стучит. И стоит ли это менять прямо сейчас. Хотите прикол? Короче, походу пропал САП. О, сейчас должен быть бас. Ой, блядь, ровер. Он работает. Питание есть. Бля, как я красиво уложил. Ёбаный рот. Вот эта хуйня отваливается у меня. Там, где мод, мастер, надо кнопку менять. Он то работает, то не работает. Надо туда что-то подложить. Ничего лучше я не придумал, как сделать так. Ставил, работает, заебись. Сап есть, живем. Мое недовольство, блядь. Перекрыли, блядь, весь центр, нахуй. Хуй проехать. Ну вот вообще, блядь. Какими-то окольными путями ездишь туда-сюда, туда-сюда. Через разбитые дороги, какую-то хуйню, ёб твою мать, как будто не в центре города живешь, блядь, а в селе, нахуй. Сейчас заехали мы за шаурмой, дали такую педальку, она будет пиликать, когда шаурма будет готова. Паштет с нами, как я и говорил. Сейчас Паштет будет смотреть петличку. О, мы на базе. Сейчас надо, короче, попробовать завести этот мод, чтобы он постоял, погрелся немного. Убрать вот эти досточки, короче, загнать ровер и посмотреть, что там по низу, что там стучит, что там не стучит, потому что очень меня нервит эта проблема, потому что там что-то стучит. Не хочется, чтобы там что-то стучало. Надо понять хотя бы, что там стучит. Пытаемся попасть к аккумулятору, короче, потому что это бедолага села. Ну, неудивительно. Он полгода стоял. Да, он полгода стоял тут в пыли. Неделю, блядь, колокоть. Он по нулям сейчас пишет. Оп, на низ. О, а прикольно тут под ямой стоять, когда тут все закрыто. Прям когда безопасно себя чувствуешь. Тут у меня фриз подтекал. Может быть, даже прямо сейчас течет. Хотя не должен. Странная хуйня какая-то. А тут что? Ну, понимаешь, у меня тут все целое по подвеске. Ну, то бишь, типа, я вот смотрю глазами, да, то тут реально все целое. Ну, тут вообще без вопросов. Как бы, да, типа, резинки там потресканы, еще что-то. За стакан. Да все отлично вообще, блядь. Понимаешь, прям очень все хорошо. Ну, вот, кроме, блядь, тяги охуенной. Да. О, ребятки, смотрите, что раскрутилось. Вот оно было, вот я сейчас раскрутил. Это крепление коробки, блядь. Ну, это навряд ли она стучала, типа, ну, просто неприятно, когда это раскручено. Непонятно, блядь, что стучит. Скорее всего, это вот этот вот опорный подшипник охуенный. Беда, конечно. Обычно опорный подшипник во многих машинах меняется сверху. А здесь придется, походу, снимать стойку. И ставить опорный подшипник. Вот это вот, блядь, вот это хуёво, и это проблема. Самое ушлёпское в ровере, это его уёбский щуп. На нем не видно нихуя. Тут какие-то черточки типа иксы, блядь. Угадай, Паша, где жидкость сцепления называется? Сцепление? Угу. Там мазуха, там бур, там охлаждайка. А где вообще, блядь? Ну, чтобы ты понимал, цилиндрик вон там вот, типа под боксом. Ну, это заливка коробки, ну, не совсем даже заливка. Ну, это сапун. Ну, да. Ну, вот где вот здесь вот заливается вот жидкость для сцепления. Какая вообще в этой машине жидкость для сцепления? Тут другой вопрос. Сейчас, погоди. Надо сначала понять, тут в принципе, ага, вот. Идет куда-то, блядь. Да. Вот это вот? Да. То есть, блядь, да. А что, блядь, мешало его вот тут поставить? Ну, непонятно, да, он вон там вот спрятан, Охуенно. вот он. С ровером все понятно, то, что нихуя непонятно. Берем вот эти вот провода, подключаем сюда и пытаемся его завести. Завелся. Ездук Паша. Отойдите, сейчас газанем.
что я скажу? Придурок. Да нормально, ё-моё. Чё интересно? Если только шлем на голове был бы в этот момент. Это ж куда лучше, правильно, чем? Да. Вот так вот мы съездили на дачу. Вот так течет бензином, блядь. Это все ровер. Это там пиздец, там нахуй такая лужа, блядь. Просто пиздец. Я не знаю, почему, в чем прикол. Посмотрите. Вон, блядь, уже сколько натекло. Это просто пиздец. Вон, все в бензине, все. Ой, блядь. Едем обратно на дачу, блядь. Бля, знаете, что самое обидное, блядь? То, что мы сейчас проебем бензин, пока доедем обратно на дачу. И еще по пути, как будем ехать, мы проебем его, блядь, сука, физически, нахуй. Мы снова в гараже, и мы смазываем днище бензином под заказ. В общем-то, пиздец, там какой-то из трубок, вон там вот она прям течет, как, сука, последняя. Вон на пол прям. Вот виновник. Старая дряхлая трубка под дряхлой защитой. Короче, блядь, какой-то пиздец. Сейчас Паша заведет, интересно, как она будет прыскать, блядь, тут на всю. О, нихуя себе, блядь. Пиздец, тут просто, блядь. Скажи. Ох, бля! Это просто пизда. Боимся работать болгаркой, будем отпиливать вот таким полотном. Вот так вот. Ай, ёбаный рот, блядь. Заглушить бы ее чем-то. Вот здесь трубки пизда. Ну хорошо, что мы ее не начали жарить болгаркой, потому что если бы мы начали бы жарить болгаркой, она металлическая, оказывается. Я думал, она алюминиевая. А она металлическая, блядь. Короче, вот отрезали вот так, это будет вот сюда вот, и остаток туда полетит. Порнуха выглядит как-то вот так вот. Здесь мы шланг поменяли, здесь трубочка маленькая, опять идет шланг без застойки и опять сюда. Все потому, что все подручными средствами. У нас не было здесь нихуя. Мы даже когда ехали сюда, мы не понимали, есть ли тут это. Мы поменяли, и это не течет, и слава богу. Сейчас накидываем обратно защиту и едем домой. Ремонт закончен. Вон все на месте. Ничего не течет. Трубки поставлены. Короче, все должно быть нормально. Эпопея заканчивается. Летим до дому. Ой, блядь.